Этот суп готовится очень-очень быстро. Я сразу начинаю с картофеля, нарезаю его некрупным кубиком. Количество ингредиентов беру из расчета для кастрюли объемом 2,5-3 литра. Картофель отправляем в кастрюлю, заливаем водой и ставим закипать. Когда вода закипела, посолим суп по вкусу. Я добавляю чайную ложку соли. И добавлю 70 граммов гречки, самый полезный ее вид. Она называется белой и зеленой, в зависимости от страны. Напишите в комментариях, как такая гречка называется у вас. Оставляем закипать и вариться на небольшом огне. Затем я беру 250 граммов фарша из индейки. Ну, можно взять любой другой фарш по вашему вкусу. Я его посолю по вкусу, добавляю четверть чайной ложки соли. Также кладу небольшую щепотку черного молотого перца. Добавляю пол чайной ложки сухого укропа. Он просто идеально сюда подходит. Можно, конечно, добавить свежий, но вот сухой очень хорошо здесь играет. И также я добавлю 20 граммов сливочного масла. Масло нужно растопить. И именно сливочное масло будет играть большую роль. Любой фарш становится вкуснее, нежнее, у него появляется такой замечательный сливочный вкус и аромат. После того, как мы хорошо перемешали фарш, делаем из него такие вот небольшие фрикадельки. Работать с таким фаршем, который содержит масло, легко и приятно. Он не пристает к рукам. Прежде чем бросить фрикадельки в суп, я добавлю сюда 2 перца горошком и 1 душистый перец. А затем я бросаю в суп фрикадельки. Мне часто пишут под рецептами супа, что я мало добавляю перца, надо больше. Я, конечно же, кладу перец с учетом своего вкуса и того, что его будут есть дети. Вы можете всегда изменить пропорции по своему вкусу. Продолжаем варить суп на небольшом огне. Пока суп закипает, одну луковицу среднего размера я нарезаю мелко. Измельченный лук отправляем в закипевший суп. Как видите, овощи мы не обжариваем, добавляем свежими. Суп будет очень вкусным, полезным и диетическим. И, конечно же, мы не обойдемся без моркови. Одну морковь я натираю на терке. Если морковь крупная, как у меня, то достаточно половины. Морквичку отправляем в суп. Оставляем суп покипеть еще на 4 минуты. Тем временем возьмем пару веточек свежего укропа или петрушки. И тот, и другой вид зелени сюда прекрасно подойдет. Нарезаем зелень мелко. Через положенное время высыпаем укроп или другую зелень в суп. Просто перемешиваем и выключаем огонь. Суп готов. И вот, казалось бы, это самый простой и быстрый суп. Но какой же он получается вкусный. Его любят все. И у вас обязательно попросят добавки. Приготовьте фрикадельки со сливочным маслом. И вы увидите, какой у вас будет успех. А также я вам рекомендую подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы сразу видеть и другие интересные рецепты. Ставьте лайк под видео и пишите ваше мнение в комментариях. А я желаю вам здоровья, радости и мирного неба. До встречи, как обычно, в следующем вкусном видео.